Приветствую, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. 22 декабря провинция Корриентес на севере Аргентины столкнулась с катастрофическими последствиями самого мощного шторма за последние десятилетия. Беспрецедентный объем осадков обрушился на северо-центральные районы региона. Менее чем за 24 часа метеостанции зафиксировали свыше 300 мм осадков, а в отдельных точках этот показатель даже превысил критическую отметку в 400 мм. Стихия нанесла удар не только по столице провинции, но и по городам Эмпедрадо, Эль-Сомбреро, Дерки и Сан-Луис-дель-Пальмар, оставив без электричества тысячи потребителей. В общей сложности от разгула стихии пострадали более 600 семей, при этом свыше 100 человек были экстренно эвакуированы из своих домов из-за стремительного подъема воды. В столице провинции наиболее критическая ситуация сложилась в районе Ла-Ойя. Спасатели и социальные службы оказали адресную помощь 150 семьям, чье имущество оказалось полностью затоплено. Однако самым пострадавшим населенным пунктом стал город Эль-Сомбреро. По официальным заявлениям местных властей, ущерб различной степени тяжести затронул до 70% всего населения муниципалитета. Для ликвидации последствий бедствия правительство провинции развернуло полномасштабную операцию с привлечением полиции, пожарных расчетов, дорожных ведомств и Министерства социального развития. Экстренные службы работают в усиленном режиме, ведется расчистка заблокированных дорог, восстанавливается подача электроэнергии в пострадавшие кварталы. Несмотря на постепенное прекращение дождей, власти сохраняют режим чрезвычайной ситуации, так как почва остается переувлажненной, а уровень воды в низинах идет на спад крайне медленно. В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для тех, кто лишился крова. Информационное пространство всколыхнула трагическая новость о гибели 55-летнего Винса Зампеллы, одного из самых влиятельных деятелей мировой игровой индустрии и сооснователя студий Infinity Ward и Respawn Entertainment. Согласно официальным отчетам Дорожного патруля Калифорнии, инцидент произошел в горном массиве Сан-Габриэль, расположенном к северу от Лос-Анджелеса. Зампелла находился за рулем своего спортивного автомобиля и на сложном участке серпантина не справился с управлением, в результате чего транспортное средство на высокой скорости совершило лобовое столкновение с бетонным ограждением. Сильнейший удар спровоцировал мгновенное возгорание разрушенного автомобиля. По данным экстренных служб, Винс Зампелла скончался на месте до прибытия медиков. В машине также находился пассажир, которого в момент удара выбросило из салона. Пострадавший был экстренно госпитализирован в критическом состоянии, однако, несмотря на усилия врачей, позже скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью. Смерть Зампеллы стала невосполнимой утратой для индустрии, так как именно под его руководством были созданы такие культовые видеоигры, как Call of Duty, Titanfall и Apex Legends, радикально изменившие жанр шутеров от первого лица. В настоящее время полиция Лос-Анджелеса проводит детальное расследование причин катастрофы. Департамент Эро на юге Франции столкнулся с беспрецедентным паводком, что заставило власти объявить наивысший красный уровень метеорологической опасности. Интенсивные дожди привели к критическому выходу из берегов рек Эро, Лез и Моссен, спровоцировав масштабные затопления. Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе города Агд, где уровень воды в реке Эро достиг отметки 3 метра 57 сантиметров. Этот показатель стал рекордным с 1990-х годов.
Затопленными оказались набережные, ключевые автомобильные дороги и целые жилые кварталы. Всего по департаменту было перекрыто более 40 второстепенных дорог, нарушено транспортное сообщение в агломерации Монпелье и временно закрыты съезды с крупных автомагистралей. Несмотря на предупреждения, некоторые водители проигнорировали запреты, что привело к смертельно опасным ситуациям. Так, при попытке пересечь затопленный брод перевернулся грузовик, и его водителя пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Также зафиксированы случаи затопления подземных парковок и жилых домов. По счастливой случайности данных о погибших в результате стихии не поступало. К утру 23 декабря интенсивность осадков ослабла, однако красный уровень тревоги сохраняется из-за крайне медленной стабилизации уровня воды в вышедших из берегов реках. Власти призывают граждан к бдительности. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Стали известны драматические подробности спасательной операции в Иркутской области, где группа из 18 человек оказалась в снежном плену на пути в отдаленное село Ангурен. Трагизм ситуации усугублялся тем, что люди направлялись в поселок на похороны, перевозя в одной из машин тело погибшего родственника. В составе колонны из 3 автомобилей находились дети и пожилые люди, которые провели в условиях экстремального холода почти 2 суток. Мощный циклон за считанные часы замел таежную дорогу, отрезав путь как вперед, так и назад. При этом сам населенный пункт Ангурен также оказался полностью изолирован от внешнего мира из-за аномальных сугробов. Участники событий, которым удавалось выходить на связь через социальные сети, описывали происходящее как борьбу за выживание. Чтобы не замерзнуть, водители вынуждены были держать двигатели заведенными круглосуточно. Со временем ситуация стала критической. Запасы топлива и провизии истощились, телефоны разрядились, а надежда на оперативное спасение таяла вместе с последними литрами бензина. По словам очевидцев, оказавшихся в снежной ловушке, им остро не хватало элементарных вещей – горячего питья и горючего для обогрева салонов. В региональном управлении МЧС прокомментировали задержку в оказании помощи, отметив, что коммуникация с пострадавшими была осложнена. Первоначально заявители по неизвестным причинам отменили свой вызов, однако 19 декабря, когда масштаб бедствия стал очевиден, помощь потребовалась снова. Ситуация осложнилась поломкой. Тяжелая спецтехника ведомства, направленная на прорыв заносов, вышла из строя прямо во время движения к цели. Несмотря на череду технических и погодных препятствий, спасателям удалось пробиться к застрявшим автомобилям. Эвакуация была успешно завершена лишь к утру 20 декабря, когда всех пассажиров и траурный груз наконец доставили в Ангурен. В настоящее время жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает. Дорожные службы продолжают работы по расчистке пути к отрезанному селу. На северо-западе бразильского штата Риу-Гранде-ду-Сул произошло внезапное и разрушительное наводнение, вызванное серией интенсивных локальных ливней. Сильнее всего пострадал регион Алто-Уругвай. Там всего за полчаса выпало около 35 мм осадков. В городе Фредерико-Уэстфален потоки воды, достигавшие капотов автомобилей, хлынули в жилые дома и коммерческие помещения. Стихия не пощадила даже медицинские учреждения. Часть из них затопила, что привело к нарушению жизненно важного процесса лечения пациентов. В некоторых районах напор воды был настолько сильным, что разрушил дорожное асфальтовое покрытие. Не менее сложная ситуация сложилась в муниципалитете Санту-Кристу. Здесь за период с вечера воскресенья по утро понедельника выпало более 150 мм осадков. Быстрый подъем уровня ручья Манжолу привел к затоплению центральных районов города, обрушению подпорных стен и повреждению множества домовладений. В сельской местности паводковые воды стали причиной падения деревьев, которые заблокировали дороги и повредили мосты. В городе Санта-Роза подтопления затронули не менее 7 домов в районе Планалту, расположенном рядом с рекой Песегейру. 10 жителей были вынуждены покинуть свои жилища и эвакуироваться в безопасные места. Местные власти и службы гражданской обороны продолжают оказывать помощь населению. В пострадавших от разгула стихии муниципалитетах ведется расчистка завалов и восстанавливается транспортное сообщение.
Арктическое побережье Якутии оказалось во власти разрушительного зимнего шторма. В поселке Тикси Булунского района объявлено штормовое предупреждение из-за мощной пурги, парализовавшей жизнь населенного пункта. По данным метеорологических служб, скорость ветра на берегу моря Лаптевых достигла ураганных значений – до 35 метров в секунду. Ситуация осложняется экстремально низкими температурами, которые в дневные часы опускаются до минус 31 градуса Цельсия, что при такой силе ветра создает условия, опасные для жизни человека. Ситуацию усугубляет наступившая полярная ночь и практически нулевая видимость из-за плотной снежной взвеси, поднятой ветром с поверхности тундры. В связи с прохождением опасного метеофронта власти региона ввели жесткие ограничительные меры. Занятия в школах отменены для всех учащихся. Детские и дошкольные учреждения полностью прекратили прием воспитанников. Администрация поселка распорядилась приостановить работу женщин в организациях и учреждениях, чья деятельность не связана с непрерывным производственным циклом или обеспечением жизнедеятельности поселка. Местным жителям настоятельно рекомендовано не покидать свои дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, так как риск обморожения и потери ориентации в пространстве при порывах ветра до 32-35 метров в секунду крайне велик. Экстренные службы и коммунальные предприятия Тикси переведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что такая метеорологическая обстановка сохранится в районе моря Лаптевых в течение ближайших суток, после чего прогнозируется постепенное ослабление ветра. Однако режим ограничений будет действовать до полной стабилизации погодных условий и очистки дорог от снежных заносов. В пригороде турецкой столицы во вторник произошла авиакатастрофа, в которой погиб начальник Генерального штаба вооруженных сил правительства Ливии Мухаммед Аль-Хадад. Частный самолет, на борту которого находилась официальная ливийская военная делегация, потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Эсен-Бога в Анкаре. Согласно данным турецких авиационных служб, борт успел набрать лишь небольшую высоту, когда экипаж сообщил диспетчерам о критическом сбое в системе электроснабжения. Пилоты успели подать сигнал бедствия и запросить экстренное возвращение на взлетно-посадочную полосу, однако буквально через мгновение связь с самолетом полностью прервалась, а метка борта исчезла с экранов радаров. Жители окрестных районов провинции Анкара сообщили, что услышали мощный взрыв, после чего в небе поднялся густой столб дыма. Поисково-спасательные отряды, немедленно направленные в район предполагаемого падения, обнаружили обломки полностью разрушенного самолета. В ходе поисковой операции было официально подтверждено, что все 5 человек, находившиеся на борту, включая генерала Мухаммеда Аль-Хаддада и сопровождавших его офицеров, погибли. Сразу после инцидента власти Турции приняли решение временно закрыть воздушное пространство над столицей для полетов гражданской и военной авиации в целях обеспечения беспрепятственной работы экстренных служб и следственных групп. Правительство Ливии и официальная Анкара пока воздерживаются от дополнительных комментариев, ожидая первых результатов расследования. Данный инцидент стал серьезным ударом по военному руководству Ливии, учитывая ключевую роль Аль-Хаддада в координации оборонных ведомств страны. В ближайшее время ожидается прибытие специальной комиссии из Триполи для совместного с турецкой стороной опознания тел и расследования обстоятельств трагедии. С начала недели итальянский регион Пьемонт оказался в эпицентре мощного атлантического циклона, который принес в Приморские Альпы рекордные снегопады. Горнолыжный курорт Прато-Невозо в провинции Кунео стал главной точкой притяжения стихии. По состоянию на 23 декабря там официально зафиксировано выпадение 163 сантиметров свежего снега. Интенсивность осадков была настолько высокой, что уже к вечеру 22 декабря высота снежного покрова в поселке превысила метровую отметку, а к утру вторника сугробы достигли уровня первых этажей зданий. Аналогичная ситуация сложилась и на соседнем курорте Лимоне-Пьемонте, где метеорологические службы зарегистрировали до 130 сантиметров снега, что значительно превышает среднемесячные нормы для этого периода.
Экстремальные погодные условия привели к объявлению оранжевого и красного уровней метеорологической опасности в ряде муниципалитетов. Служба гражданской обороны региона Пьемонт предупредила о резком росте лавинной опасности, что заставило администрацию курортов временно ограничить доступ к некоторым трассам и подъемникам. Из-за обледенения и риска схода лавин перекрыта часть дорог, движение поездов в регионе Пьемонт ограничено из-за снежных заносов на путях. Метеорологи прогнозируют, что снегопады продолжатся с перерывами до 25 декабря, после чего в Альпах ожидается установление ясной, но морозной погоды. Вчера в районе населенного пункта Теана, расположенного в итальянской провинции Казерта, на 708-м километре трассы Милан-Неаполь, произошло возгорание и последующий мощный взрыв автоцистерны, перевозившей смесь пропана и бутана. Инцидент случился ранним утром. Водитель грузовика заметил техническую неисправность и успел съехать на обочину до того, как пламя охватило прицеп. Образовавшийся в результате взрыва огромный столб огня и густого черного дыма был виден за несколько километров. Дорожная полиция немедленно перекрыла участок между развязками Каянелла и Капуа в обоих направлениях из соображений безопасности. На место происшествия оперативно прибыли несколько расчетов пожарной службы из Казерты и Теана. Благодаря быстрым и скоординированным действиям экстренных служб, а также бдительности водителя цистерны, в результате взрыва никто не пострадал. Тем не менее, инцидент вызвал масштабный транспортный коллапс. На трассе образовались многокилометровые пробки. К середине дня пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. – 23 декабря на регенство Черебан, расположенное в провинции Западная Ява, обрушилось масштабное наводнение, вызванное экстремальными ливнями и выходами с берегов нескольких ключевых рек. Основной удар стихии пришелся на районы Гегесик, Карангваринг и Каливади, где уровень воды в жилых кварталах стремительно поднялся до отметки от 50 до 120 сантиметров. Потоки воды, хлынувшие с окрестных холмов, в считанные часы затопили сотни жилых домов, социальные объекты и значительные площади сельскохозяйственных угодий. Местное агентство по управлению бедствиями сообщило, что наводнение было спровоцировано не только аномальным количеством осадков, но и критическим состоянием дренажных систем, которые не справились с объемом воды, поступающим из реки Чебибер. В пострадавших районах была организована экстренная эвакуация населения. Спасатели на надувных лодках вывозили пожилых людей и детей в пункты временного размещения, развернутые в административных зданиях и мечетях на возвышенностях. На текущий момент в зоне бедствия работают волонтеры и медики, оказывающие помощь пострадавшим, многие из которых лишились имущества и запасов продовольствия. Транспортное сообщение в регенстве Черебан оказалось частично парализовано. Несколько ключевых дорог регионального значения ушли под воду, что затруднило доставку гуманитарной помощи. Власти Западной Явы объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации. Метеорологи предупреждают о сохранении высокой вероятности новых штормов в ближайшие несколько суток и призывают жителей низинных районов к немедленной эвакуации при первых признаках повторного разлива рек, отмечая, что нынешний сезон дождей в Индонезии стал одним из самых разрушительных за последние годы. Вчера в районе знаменитого озера Манинджау, расположенного в регенстве Агам на Западной Суматре, произошло внезапное и разрушительное стихийное бедствие. Несмотря на ясную и солнечную погоду в самой низине, на населенные пункты обрушился мощный селевый поток, застав местных жителей врасплох. Огромные массы жидкой грязи, крупных камней и обломков деревьев хлынули вниз по склонам, сметая на своем пути придорожные постройки и заблокировали транспортные сообщения. По сообщениям регионального агентства по управлению бедствиями, причиной инцидента стало внезапное обрушение склона холма в районе участка Келлок-44, где из-за накопленной влаги в верхних слоях почвы произошел масштабный оползень.
Стихия парализовала движение на критически важном туристическом и логистическом маршруте. Грязевые массы высотой до 1 метра перекрыли несколько участков дороги, сделав невозможным проезд любого транспорта. В районах Келлог-15 и Келлог-16 возникла наиболее опасная ситуация, так как сель повредил опоры линий электропередач и частично разрушил дренажные каналы. Власти сообщают, что отсутствие дождя в момент бедствия ввело людей в заблуждение, лишив их возможности вовремя среагировать на нарастающий гул со стороны гор. На месте происшествия работают спасательные расчеты и тяжелая техника, занимающаяся расчисткой дорожного полотна от завалов. Ожидается, что на полное восстановление движения потребуется не менее суток. Специалисты предупреждают, что несмотря на временное затишье, риск повторных сходов остается крайне высоким из-за нестабильности грунта на вершинах холмов, окружающих озеро Манинджаю. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуется избегать поездок по горным серпантинам в данном районе. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.